Zombie Apocalypse. Всем привет, с вами это Неок. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция. Сегодня у нас альбом Омега Эпика, печать Соломона, Seal of Solomon. У нас уже есть на канале реакция The Skeleton Key. Ссылочку оставлю в описании. А сегодня начнем альбом с именно трека Seal of Solomon. И так продолжим трек by трек, так сказать, пока не придем к логическому завершению. Hello everyone! Today we're gonna react to Epica's Seal of Solomon album Omega, which was released in late February. So we're gonna react track by track to the end. You can leave English comments below, and I will try to answer them as far as I can, and if my level of English can allow this. So thank you for reply. Итак, продолжим на русском. Печать Соломона, Seal of Solomon. Поехали. Можно начинать. 3, 2, 1. Поехали. О! Все мы знаем, паузу немножко, все мы знаем, что как бы у Эпики стиль исполнения, да, красавица-чудовище, Симон у нас за красавицу, товарищ, забыл, честно извиняюсь, ник еще второго исполнителя, солиста. В Skeleton Key я отмечал его, так сказать, чтобы это... Помнил тогда, месяц назад, грубо говоря, его имя, сейчас... Забыл, я дико извиняюсь за это. Потом я в комментах напишу, чтобы исправиться, так сказать. И все мы привыкли, что вот, допустим, Universal Death Squad, по-моему, альбом, если я не ошибаюсь, то там больше Симоны как бы было, присутствовала она как бы, да. Там понятно, что мелодично, там гитара, все, инструментал, все как надо, но именно в большинстве песен, вот, допустим, если брать Universal Death Squad, один из лучших там альбомов, общепринято, да, эпики, то Симона как бы в соло исполняла. Если мы обратимся еще дальше, допустим, вот именно Омега, пока что вот я слышал два трека, это Skeleton Key и Abyss of Time, очень клевые, оба просто бомба-ракета. Abyss of Time, я думаю, мы закончим этим обзор именно с всего альбома. Вот именно все треки альбома Омега, они абсолютно именно вдвоем они поют. И это очень круто. И клево в том, что они друг друга дополняют. Вроде бы как это должно работать. Вот сколько людей, сколько ютуберов отмечали, что как это вот оно вообще сочетается. Вот оно, по идее, оно не должно работать, но оно здесь работает вообще идеально. Вот эти два голоса, они сочетаются просто на каком-то таком космическом уровне, как по мне. И просто синергия такая
что одни друг друга дополняют и друг другу не мешают, что очень главное и очень хорошо именно в самой песне, что они друг друга, эти голоса не мешают, они друг друга дополняют, и наоборот, из-за этого сам трек становится еще лучше. Поехали дальше. Во-во-во. Да, конечно, вот этот прям переход у них, я же говорю, гармония такая, синергия, просто именно вот, же говорю, ну, понятно, что голос Симоны это что-то где-то космическое, непонятное, так сказать, земному миру, земному шару, очень, ну, как по мне, одна из самых крутых вокалисток именно в жанре симфоник металла, да. Понятно, есть Тария, есть там Флор, там, понятно, как бы. Но Симона, вот у нее, она уникальная в этом плане, что и внешний вид у нее, как, не знаю, Ева, не Ева, как это вот, с Эдема, с рая, прям спустилась на землю и давай петь. Кто, допустим, подписан на ее инстаграм, может, или в таком плане, что кто видел фотографии, допустим, тут же Симоны, то может это подтвердить, что как будто время над ней, над этой женщиной не властно. То есть такие, как бы, да, что понятно, что занимается собой, все история, все такое, все дела, но настолько, как говорится, божественно прекрасная она. И не могу я сейчас одну... Господи, что я делаю так? Ладно, потом продолжим. Потом я найду этого имя исполнителя, я в комментах напишу, чтобы сейчас не руинить ничего. Поехали дальше. О, это хорошая уже часть пошла такая отдельная. Гитарное соло.
вот такая у нас композиция. Можно дирижировать, да, как будто симфонический оркестр, кстати, вот именно вот оркестр вокальный, да? Ну, оркестр вокальный. Или оркестральный вокал, или оркестр вокальный. Что я сморозил, не знаю. Очень похож на, если кто помнит, группа такая есть, Сирения. И была и есть. Славится, что как бы меняет своих солисток, да, там туда-сюда. Но суть не в этом. У них, когда был, как бы говорится, пик, скорее всего, 2007 год, как по мне, там альбом с Моникой Петерсон именно. Вот там у них вот очень похожий, кстати, вот этот оркестральное сопровождение, то есть на бэк-вокале. То есть там здесь поет Симона плюс ну, кто-то из оркестра, грубо говоря, да? Вот в этих, говорится, оперных частях композиции. И вот там очень похожая история. Очень похожая история. Но это так, отступление. Ну, в общем, такая у нас, как говорится, такой трек, да. В первый трек из альбома Омега, Seal of Solomon, Печать Соломона, что примечательно, как по мне, вся такая тематика, понятно, мистическая, э, именно этот картинка альбома самого Омеги, да, лабиринт, входим в лабиринт, ищем какой-то выход, ответ, очень, конечно, философская вся тема, как и в Abyss of Time, так и в Skeleton Key, все как бы понятно, что все связано, но, как говорится, разгадать загадку лабиринта и найти ключи к счастью или к чему там. Чему кто найдет, так сказать. В принципе, такая реакция. Такая вот реакция. Следующий трек, я думаю, завтра запишем. Может быть, даже не один. Следите, так сказать, кто подписан и кто не подписан, может, тоже следите за обновлениями. Я думаю, завтра тоже сделаем обзорчик один, может, два, как время, я говорю еще раз, позволит. Ссылочки на Twitch, на YouTube, на Instagram, все в описании. Подписывайтесь, комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Что нравится, что не нравится, пишите. Будем отвечать, будем читать. В принципе, все, я думаю. До следующего раза. Я думаю, до завтра даже. Всем пока, всем здоровья, главное, в эти сложные времена. Всем пока, держитесь.